Сейчас я хочу вам показать, что именно я буду переделать. Я буду переделывать вот эту вот плитку, которая на самом деле чистая, но при этом выглядит как будто вот ее не мыли, наверное, месяц. Ни одно средство ее не берет, поэтому придется мне переделывать. Я думаю, сегодня как раз начну, но начну со шлифовки. И не знаю, успею ли я сегодня нанести первый слой краски, но буду поэтапно все. Ну что, шлифовать я уже закончила. Отшлифовала сначала 80-кой, потом 120-кой. Больше уже не буду мельче брать. Швы я прошлась с очень крупным зерном таким, чтобы хотя бы грязь какая-то отошла. Вот, кстати, при шлифовке не забывайте маску, пыль вообще стоит коромыслом. Плитка после шлифовки не изменилась вообще, как будто вот она была такой, так и осталась, поэтому плитка полная Г, честно говоря. Здесь поэтому я решила ее перекрасить. Что, смотрите, после ночи, после шлифовки, как выглядит плитка. У меня такое ощущение, что она стала еще грязнее на вид. Вот, так что еще осталась пыль, видимо, осела. Думаю, еще раз протру. И сегодня уже начну красить первым слоем. Наверное, сегодня будет 2, потому что в инструкции написано, через 3 часа можно уже второй слой наносить. Я все же решила, что, наверное, больше влажной тряпкой проходиться не буду по полу. Возьму водку, обезжирю таким образом последний раз, и тогда уже буду наносить первый слой краски. Вроде должно получиться. Ну что, вы готовы увидеть, что получилось после покраски первым слоем? Поехали! Вот, вид вот такой получился. Не камильфо пока, это первый слой, это нормально. Буду покрывать вторым слоем. И дальше уже посмотрим, как получится. Завтра уже выложу, как я все это делала. Потому что вторым слоем буду покрывать позже, часа через 2 еще. Так что не уходите. Ну что, вот я покрыла вторым слоем. На самом деле буду, скорее всего, еще третий делать, потому что все равно где-то небольшие проплешинки есть. Завтра еще посмотрю, когда высохнет. Ну, вроде на сегодня пока все. Всем добрый день. Вчера я часов, наверное, в 12 или даже ближе к часу я решила покрыть плитку третьим слоем. Не дождалась сегодняшнего дня. Так вот, сушка уже, получается, прошло часов 13, наверное. Сейчас я вам покажу, что в результате получилось. Вот. Сейчас еще дам, наверное, часика 2-3 посохнуть и буду уже трафарет наносить. Ну что, давайте посмотрим, что получилось. Сейчас попробую вам показать структуру. Для начала вот цвет такой вот. Он получился прям белоснежный, очень красивый. Сейчас я покажу структуру самой плитки. Сейчас попробую настроить камеру. Вот, видите, как бы она такая немножечко пористая, но при этом, когда проводишь рукой, она гладкая. Так что еще чуть посохнет, и уже можно наносить трафарет. Ну что, вот тот самый трафарет, который я буду использовать. Как раз по размеру плитки. У меня плитка 30 на 30 с маячками специально. Потом покажу, как это делается. Я буду использовать вот такую вот краску. Она черного цвета. Это акриловая эмаль универсальная. Красить валиком поролоновым обязательно. И будет сухая покраска. Сухой валик должен быть. Как следует пропитываем валик. И прокатываю так, чтобы валик был практически сухим. Одну плитку я уже попробовала, показываю сейчас. Вот эти вот маячки мы накладываем на уголки плитки, выравниваем и приклеиваем к самой плитке.
Далее берем валик, наносим краску и прокатываем, чтобы валик был практически сухой. И не такими легкими движениями наносим краску, не надавливая очень сильно, иначе краска поплывет и попадет под сам трафарет, что не очень хорошо. Далее беру кисть и прокрашиваю там, где не достает валик. Жду буквально пару минут и наношу уже второй слой. Я хочу, чтобы у меня рисунок был более яркий. Аккуратненько снимаем, чтобы не порвать трафарет. И получается очень красивый, аккуратный рисунок. По тому же принципу я делаю все остальные плитки по всему полу туалета. Вот такой предварительный результат уже получается. Видео по покраске в начале, там была опечатка. Ворс валика для основной краски составляет 8 миллиметров, не 18. Так что извините, что так получилось. И еще один момент по поводу покраски трафарета, нанесения трафарета. Я делала в шахматном порядке для того, чтобы все успевало просохнуть, чтобы не задеть другую краску, то что уже покрашены были элементы. Для финишного покрытия плитки я выбрала вот такой вот бесцветный матовый лак. Также у меня специальный валик для лака и специальная емкость для того, чтобы было удобно работать. Перемешиваем лак обязательно как следует. Я как следует промакиваю валик и обрабатываю поверхность пока одним слоем. С помощью валика получается очень тонкий и аккуратный слой. Даю подсохнуть лаку буквально 3 часа и буду наносить второй слой. Убираю инструмент в пакет, чтобы лак не засох и можно было продолжить работу. Ну все, я на финишной прямой, мне осталось снять скотч. Хочу дать небольшую рекомендацию. Перед тем, как снимать скотч, обязательно пройдитесь канцелярским ножом по краю. Иногда вместе со скотчем отходит и краска. Будьте осторожны. Ну что, вы готовы? Посмотрите, какой результат получился. Плитка прям преобразилась. Туалет стал более светлым, уютным. Плиточка такая на вид матовая, на ощупь гладкая, очень приятная. Вообще супер. Я сама не ожидала, что так круто получится. Мне очень все нравится. Ну что, как вам идея, как вам результат? Поделитесь, пожалуйста, в комментарии.